Волчонок рычал и защищал старый мешок, словно в нем была вся его жизнь. Никто не понимал, почему, пока старик не заглянул внутрь и не застыл от увиденного. В небольшой деревне на окраине тайги жил старик по имени Иван. Местные жители называли его просто Иваныч. Он был тихим, немногословным человеком, который редко появлялся среди людей, но все знали, у него было большое и доброе сердце. Иваныч спасал животных. Каждого, кого находил раненым, брошенным или умирающим, он приносил к себе домой. Он лечил их, кормил и согревал. У него жили собаки, кошки, птицы, а однажды даже лисенок. Он никогда не проходил мимо чужой беды. Среди всех его питомцев был особенный, серый волчонок, которого он нашел зимой в лесу. Малыш лежал в сугробе и едва дышал. «Держись, малыш», — прошептал тогда Иваныч и завернул его в куртку. Он назвал его Север. Север вырос рядом с людьми. Он спал у печки, играл с кошками и бегал с собаками. Он считал Иваныча своей семьей, своей стаей. Шли годы, животные старели. Один за другим они уходили из жизни. Иваныч хоронил каждого за домом под старой сосной. Каждый раз он снимал с них ошейник и складывал его в большой тканевый мешок. На каждом ошейнике было имя – Бим, Рыжик, Снежка, Тайга, Луна. Этот мешок он закопал рядом с могилами, как память о тех, кого любил. Со временем сам Иваныч тяжело заболел. Он уже не мог ходить в лес и редко выходил из дома. Север не отходил от него ни на шаг. Однажды ночью сердце Иваныча остановилось. Утром соседи нашли его лежащим спокойно, словно он просто уснул. Север выл так, что его было слышно на всю деревню. После похорон дом опустел. Люди решили разобрать вещи и продать участок. Они пришли с лопатами и мешками. Север наблюдал издалека. Он видел, как чужие люди копают возле сосны и чувствовал, что там находится нечто важное. Когда они выкопали старый мешок, один из мужчин сказал: «Наверное, это мусор. Выбросим». В этот момент Север бросился вперед. Он рычал, лаял и становился между людьми и мешком. Его глаза были полны боли и страха. Он защищал не мешок, он защищал свою семью. Люди пытались прогнать его, но он не отходил. Даже когда его отталкивали, он возвращался. Один мужчина по имени Марк заметил это и сказал: «Подождите, давайте посмотрим, что внутри». Он открыл мешок. Внутри лежали десятки старых ошейников, потертых, выцветших, с именами. Марк замолчал. «Это память», — тихо произнес он. «Это не мусор». Все стояли молча. Север подошел ближе. Он аккуратно взял зубами край мешка и положил его возле сосны, там, где лежал его хозяин, там, где была его стая. Люди все поняли. Они закопали мешок обратно, поставили небольшой деревянный крест и табличку: «Здесь покоятся друзья Иваныча, любимые, незабытые». Север лег рядом. С тех пор он каждый день приходил туда. Он сидел молча, смотрел в лес и ждал. Марк забрал его к себе. Теперь Север живет в тепле, у него есть еда, дом и забота. Но каждое утро он подходит к калитке и смотрит в сторону той сосны. Потому что любовь не исчезает. Потому что настоящая верность остается навсегда.